жду очередную прелестницу, и, честно говоря, это просто какой-то фантастиш молодая. И прямо вот я таких... Это прямо, знаете, вот такой флешбэк из моей молодости. Я так любил такие вот образы девчонок. Просто невероятно. Вот прямо вот мой типаж, короче, в молодости был. Ну и сейчас я уже под, скажем так, на 40 лет тоже, соответственно, возвращаюсь к тем же типажам. И прежде чем начать смотреть в телеграмму, да, напишите мне телеграмму, в телеграм-канал, ссылочка в описании, там все про бизнес и откуда бабосы я беру и как вы можете заработать, и мы вас там всех ждем, посты каждый день, лично отвечаю на все вопросы и обязательно заскакиваю, сейчас паузу поставь, на телегу подпишись, и я тебя уверяю, я покажу тебе что-то новенькое, ждем мою красотку. Вот мой типаж. Привет. Ты аккуратно, только ножку не повреди, она мне еще пригодится. Привет. Ты знаешь, на кого похожа? На кого? Ну, 100% тебе говорили. Нет. 1000000% даю. Ну, ты Здравствуй. По советскому кинематографу что-нибудь помнишь? Каких-то актрис? Ну, хоть каких-то. Монро. Только это не советский кинематограф. Почти, согласен. Ты очень похожа на Анну Самохину. Правда? Невероятно. Потом, когда у тебя будет минутка, загугли обязательно, и ты поймешь, что ты просто, практически ее реинкарнация, мне кажется. Ты очень сильно похожа, и это очень красивая актриса. Так, ладно, что-то я разволновался. Видишь, просто ты молода, я тоже почти молод. Вот, и я немножко, так скажем, переживаю, что у нас разница есть небольшая, всего в 2 раза в возрасте. Может, с небольшим 2 раза. Да какой с небольшим? 2 раза с большим, да. Я бы сказал, да. Но я хотела сказать, что на фотографиях ты выглядел моложе. Это просто старые фотографии. Работаешь в тарифе доставка или пешим курьером, но твой парк стал тебя динамить с бабосами, выводить все сложнее, промежутки между выводами все больше. Плюнь на них и переходи в мой таксопарк Такси Хайп. У меня с этим проблем нет. Работаем давно, подключаем всех. Помимо, как я уже сказал, водителей такси, мы подключаем пеших курьеров и курьеров в тариф доставка на ваших собственных автомобилях. Но также тариф грузовой присутствует, конечно же, у нас. Приходи, и будет тебе счастья, удачи и море бабла. Пока-пока. Явно моложе. Это просто фотографии, которые были под рукой 10-летней давности. Я их закинул, решил, что... А почему бы... девушки тоже таким пользуются. Я не такая. Если 10-летние фотографии из прошлого ты выложишь, то ты будешь в коляске лежать. Поэтому тебе смысла укладывать не было. Вот все время мне интересно, вот что такие невероятно красивые, просто притягательные молодые девушки делают на каких-то там сайтах знакомств. Неужели ты не можешь выйти вот так вот прямо встать посреди улицы и сказать, и просто прокричать: готова к общению, мужчины к девы, и они все вокруг тебя, как в клипе этой, как это, Серябкиной, да, где там мужики. Да. Бля, вот такая, мне кажется, я так не могу. Почему? Я хочу найти себе состоятельного, богатого мужчину. А я такой. На сайте было написано, что да. Это правда. Я так себя и позиционирую. А почему тогда машина такая? А что с машиной? А у меня просто несколько. Фотография была с Порше. Слушай, у меня несколько автомобилей, и я ничего не вижу зазорного ездить на Kia иногда. А что нет-то? Извини, пожалуйста, но в целом... не очень. Слушай, я, на самом деле, у меня же глаз уже замылился, и Porsche, Kia, там все это. Я же, если возможности есть, то не принципиально, в какой футболке ты идешь, Дольче Габбана или какой-то Коллинс условно. Это же не так принципиально. Слушай, а скажи, пожалуйста, почему тебе нужно, тебе всего там очень немного лет, у тебя еще вся жизнь впереди. Почему ты хочешь сразу за богатого выйти замуж? Почему не подождать там как-то, я не знаю, любовь, пожить, прочувствовать себя? Почему сразу-то за богатого? А зачем? Я уже все поняла. Так. У меня подруги вышли замуж за очень состоятельных молодых и немолодых людей. Это в мой огород камень, я понял. Так.
Вот, и они ездят просто каждый месяц, там у них отдых, не отдых. Все, я тоже так хочу. Серьезно? То есть ты Да, единственный... а кто не хочет? А кто не хочет, согласен. Если бы я был твоей подружкой, я бы тоже хотел так. Просто... Ну, все равно, может быть, там, ну, как-то, я не знаю, ну, не каждый месяц, может быть, раз в полгода отдыхать, ездить, может быть, не сильно состоятельного мужчину, а какого-то полусостоятельного. Ну, как-то, может быть, все-таки подождать еще. Ну, есть же у тебя не все-таки... очень такое. Не хочешь? Вообще. Вообще не хочешь. Слушай, ну... Тогда я не знаю. А где бы ты хотела отдыхать? Ну, вот интересно. Я хотела в следующий месяц поехать на Сейшелы. В следующий месяц? Да. А через месяц? Еще не думала. Еще на Сейшелах нет. придумаешь? На Сейшелах, да, подумаю. Ты молодец. Конечно. Какая. Я понял. В прошлом месяце была в Египте. Да? Да. Так. Ну, еще, да, еще не так жарко в прошлом месяце Да. было в Египте. Ну, ты хочешь поднимать планку просто, Ну, да? Уже конечно. Египет не беспонтовая тема, Да. тем более там, Я уже там была, акула да, же съела, конечно. слышала на днях человека там Да. из России. Да, уже не Вообще. надо ездить в этот... Страшно, да, в В такое. этот Египет, я согласен с тобой. А ты где был последний месяц на отдыхе? Слушай, последний месяц на отдыхе я был в Рюмочной у метро Балтийский вокзал. Балтийская. Слушай, это шутка. На самом деле, знаешь, я не очень хочу тебя долго мучить. Ну, правда. Ты такая красивая. Тебе говорю, такая хорошенькая. И ты вот прямо вот напоминаешь мне, как я сказал Анну Самохину. Невероятно. Не хочу ходить вокруг да около. Ты понимаешь, какая история? Я буквально... еще неделю, да, 10 дней назад был на коне, ну, правда. Вот, но так у нас происходит в стране, что у нас очень нестабильное финансовое положение и отражается на всех людях. И, к сожалению, я тебе могу так сказать, что неделю я уже отдыхаю в приложении Яндекс.Такси, работая таксистом. Зарабатываю, ну, 70, максимум 80, там вот у меня 3000 рублей получилось. Готов на все ради тебя, и 83 тысячи готов тебе просто вот на что хватит. Ну, оставить себе там на бензин, на жвачку, а тебе все отдавать. А как ты после этого позвал меня на свидание? Слушай, ну я же тебе говорю, мы же долго переписываемся, мне уже неудобняк было заднюю включать, и я подумал, что, может быть, я тебе понравлюсь так, что ты каких-то год-два подождешь, и я все верну. Год-два — это слишком много. Слушай, ну... Ты что? А что ты думаешь, я состарюсь еще больше? Конечно. Да? Я молодая, я себе найду еще богатого мужчину. Понятно. А ты вот так вот просто... Я трачу свое время, чтобы сюда приехать, Так, к тебе, так. на свидание. А ты мне говоришь, что живешь на 82 тысячи? На 83. Ох, 83, это так решает. Ну, я же тебе готов все их отдавать. Ну, на Сейшелы, правда, не Этого хватит. мало? Ну, этого мало, да. Этого на один день в Сейшелах только, может быть, хватит. Да, действительно. Вот дожил, да, я дожил Женек. Зарабатываю за месяц зарабатываю денег на один день жизни на Сейшелах. Вот как так получилось? А раньше было же действительно все неплохо. Ну, слушай, ну ты можешь подругам говорить, что я богатый и все. Ну как же, фотографий же не будет с Сейшелов. Вот именно. Это соцсети. Вот соцсети всех. Соцсети надо вести. У меня блог, я не могу просто опускать планку. Это правда. Если после Египта в какой-нибудь Комарова поехать, да, то вообще. это будет жестко. Слушай, ты знаешь, ну вот я понимаю тебя. Вот я смотрю на тебя, я понимаю, что у тебя, ну, действительно все явно будет лучше, чем может быть со мной. Я это понимаю прекрасно. Но я хочу, чтобы ты мне дала все-таки еще один вот шанс тебя уговорить. Я клянусь тебе, что через 2 года, давай чуть побольше, через 3 года мы объедем с тобой всю Африку. Я клянусь тебе. Через 3 года ты вот от северной точки Африки до южной, до Мадагаскара все объедем. Я не могу ждать 3 года. Я тебе этого львенка из Мадагаскара покажу с зеброй. Это слишком. Я не могу столько времени ждать. Мне нужно сейчас. У меня уходит молодость. Ты не понимаешь? За 3 года она не сильно уйдет. Ты не понимаешь? Правда, за 3 года я состарюсь, да? Вот именно. Осталось слишком мало времени. Я очень молода. Поэтому все, я не могу так больше. Дай мне просто денег на шампанское, на такси. 5000 хотя бы, и я уйду. А зачем?
горе залить? Да. 5 тысяч? Конечно. Ну, хотя бы 5. Хотя бы 5 тысяч? Слушай, ну я ж в такси работаю, откуда у таксиста 5 тысяч? У меня есть вот я не знаю, как на свидание звать, так деньги есть. А как на шампанское дать, так нету. Нет. Слушай, ну у меня вот есть 200 рублей. Не надо мне твои 200 рублей. Ну, между прочим, мне их тоже тяжело зарабатывать, ладно. Ну, хотя ладно, давай. Пока. Я даже плюнул себе на руль. Не, какой 200 рублей? Фу, 200 рублей. Забери их себе, задолгай их себе в жопу. Хотя, ладно, давай. Я не брезгую. А современные нравы, друзья мои, вот именно такие. И я не устаю это повторять, друзья мои. Если вы вдруг познакомились с красивой девушкой, которая ответила вам взаимностью, и у вас действительно все хорошо, но при этом у вас в кошельке дыра размером с глобус в масштабе 1 к 1, то не упустите эту девушку, не упустите ее. Она будет вас поддерживать всю свою жизнь, вашу совместную жизнь, и вы вместе с ней стартанете. И вы будете... Это будет мотивация для вас очень сильная, потому что эта красивая, молодая, девчулька выбрала именно тебя, пузатого, лысоватого заморыша. Вот. Поэтому держитесь за нее и будьте... Сколько женщин ходят всяких и косятся на меня. А хуй на меня коситься, когда я просто таксист с зарплатой 80к. Да. Блин, девочка на Самохину похожа. Согласитесь? Ну, прям, не знаю, 1 в 1, реально. Просто 1 в 1. Я когда ее увидел вживую, на фотках не очень похоже, а вживую просто 1 в 1. Меня аж так... А какая Самохина была в фильме «Дон Сезар де Базан». Какая она была там красотулечка. Ну, а «Воры в законе», да, фильм. Чего я сейчас буду все перечислять тут подряд? Девочку на оценку сразу ставлю 10. Кто поставит ниже, друзья мои, мой личный враг будет, я отвечаю, бля. Пишите, друзья мои, и не забывайте, что если есть красота, то за нее нужно платить. Как ни крути. Поэтому ставьте цели, добивайтесь их, и рядом с вами будут самые шикарные женщины. Ну, если захотите, и мужчины. Пишите, пишите, пишите. Ты все еще раздумываешь, чем заняться и где поднять баблишко? Дружище мой, очень срочно требуется в таксопарк Такси Хайп курьеры, как пешие, так и в тариф доставка на своих автомобилях, особенно тех, которые не проходят по каким-то параметрам для работы в такси. Ты можешь зарабатывать не меньше на тарифе доставка, как я уже сказал. И если ты не обладаешь автомобилем, ты можешь работать на своих 2 ножках. Это тоже вполне достойный заработок. Приходи к нам, мы тебя подключим, будешь бабки иметь, когда захочешь. С выводом проблем никаких нет. Мы тебя ждем. WhatsApp в описании и вот здесь вот на экранчике твоем. Мы тебя подключим очень быстро. Не успеешь и глазом моргнуть. Пока-пока.